Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 28 декабря. Поговорим о том, что нам несет этот день, какой сегодня народный праздник, что можно делать в этот день, что нельзя в этот день делать. Обязательно посмотрите вечером на небо и уберите все горести, проблемы из своей жизни, а также в этот день ни в коем случае нельзя думать и говорить об этом, о чем далее в этом видео. Также уделим внимание обязательно и лунному календарю на 28 декабря, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. Итак, друзья, прямо сейчас мы с вами начинаем с народного календаря. Итак, 28 декабря отмечается народный праздник Трифонов день. В церковном календаре это день почтения памяти святого Трифона Печенского, который жил на Кольском полуострове в XVI веке. В церкви его почитают в лике преподобных. Он считается покровителем моряков, ему молятся, когда грозит опасность. Другие названия праздника – Трифон или Заря в рукавицах. По народному календарю сегодня этот день называли День Трифона, Стефан или Трифонов день. Святого Трифона на Руси считали защитником мореплавателей, поэтому люди, профессии которых были связаны с морем, 28 декабря шли рано утром в храм и покупали 3 свечки. Первую ставили преподобному Трифону, вторую – за упокой погибших в морских пучинах, а последнюю – за собственное здравие. В народе верили, что если провести такой ритуал, то Трифон будет покровительствовать в течение года, оберегая от всех бед и проблем. Согласно поверью, именно сегодня Солнце шлет на Землю своих детишек, лучики, для того, чтобы они распугали нечисть. Но так как они в это время еще не окрепли, люди им старались помочь. Для этого крестьяне проводили специальный ритуал, растапливали до восхода солнца осиновыми дровами печь, а потом брали горячие угольки и кидали по всему двору, приговаривая при этом следующие слова: «Золотые угольки и солнечные лучики вместе собрались, злые духи из моего дома убрались». По народным приметам, после проведенного ритуала темная сила боялась заходить во двор, и если проказничала, то только за пределами ворот. Крестьяне считали, что 2 зари, утренняя и вечерняя, это сестры солнца. Первая всегда встречает его и усаживает в колесницу, в которую впряжены белые кони. Вечерняя же провожает небесное светило, забирая у него лошадей. После они обе идут в свою спальню, где укрываются розовым покрывалом. Если к ним обратиться за помощью, то они им же и окутают человека, тем самым защитив его от всех проблем и неприятностей. Поэтому, увидев в день Трифона красное зарево на небе, люди проводили следующий обряд. Вставали напротив зари и рассказывали шепотом о своих горестях. После трижды крестились и шли домой, при этом ни с кем не разговаривая по дороге, иначе заря начнет прислушиваться к беседе и забудет о просьбе. Категорически было запрещено 28 декабря ругать погоду, так как считалось, что это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. В этот день за все обязательно нужно благодарить природу. Рожденные в Трифонов день строги к себе и окружающим. Люди высоких принципов. Эти люди очень деятельны, отличаются жизнерадостностью и оптимистичным нравом. Их неиссякаемая жизненная энергия и сила воли позволяют всегда добиваться желаемого. В качестве талисмана им подходит рубин. Этот камень помогает достичь поставленной цели. Он развивает в человеке уверенность в своих силах и лидерские качества. И, конечно же, народные приметы предупреждали, что же нельзя было делать 28 декабря в день Трифона.
Так, считалось, что супругам, у которых еще нет своих детей, нельзя 28 декабря, когда отмечают День Трифона, делать деткам подарки. По поверью, у пары, которая нарушит такой запрет, дети так и не появятся и будут муж с женой доживать свой век в одиночестве. Если же 28 декабря позвали на день рождения к ребенку, то лучше ему подарить деньги. Тогда дурная примета не сработает. Запрещено в день Трифона ругаться и драться, даже в шутку, так как это чревато серьезными ссорами и скандалами, так как с близкими людьми, с коллегами, так и с начальством. Нельзя 28 декабря высказывать недовольство погодой. Это чревато ухудшением здоровья. Сегодня нужно радоваться как снегу, метели, стуже, так дождю. За все благодарить природу. Не стоит в день Трифона ходить в лес. Оттуда можно и не вернуться, поскольку стужа все дорожки заметет, чтобы путник дорогу домой не смог найти. Не рекомендовалось 28 декабря походы по гостям. Лучше пусть каждый остается дома с семьей в родных стенах, иначе в будущем придется не по своей воле много странствовать и находиться вдали от своих любимых людей. Не нужно в день Трифона заниматься и важной работой. Она будет просто безрезультатной, особенно если она связана с умственной деятельностью. Не разрешается незамужним девушкам 28 декабря громко смеяться, иначе нечистая сила услышит и подарит ей вторую половинку, с которой она только и будет делать, что плакать. В день Трифона не стоит незамужним веселиться, поэтому им лучше отказаться от мероприятий с большим скоплением людей и походом по развлекательным заведениям. Лучше в этот день проведите за чтением книг, учебой, а также просмотром научных программ. Нельзя было с 28 декабря старикам утираться полотенцем после молодых. По народной примете они могут у молодых или у молодежи силы забрать, и начнут молодые сильно болеть и чахнуть на глазах. Да и вовсе лучше пусть у каждого в семье будет свое личное полотенце, чтобы не передавать друг другу собственную энергетику. Запрещено в этот день смеяться над ближним. Считается, что в противном случае очень скоро придется пролить столько же слез, сколько было смеха. Не рекомендуется 28 декабря одеваться во все темное. Необходимо, чтобы хотя бы один предмет туалета был светлого, в идеале белого цвета. Тогда удастся избежать встречи с нечистой силой. Не стоит в этот день жаловаться на мороз, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. В этот день лучше не браться за новые проекты, причем обсуждать и планировать их можно, а вот приступать к решительным действиям наши предки не советовали. Они говорили, что успеха в новых делах просто не будет. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 28 декабря 2021 года. По лунному календарю у нас с вами 23 и 24 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Весы. Обращаем ваше внимание, что энергетика этого дня, она тяжелая, она темная, и при всем этом она очень мощная. И здесь существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на насилие и агрессию. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в какую-то авантюру. Поэтому сегодня один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к драгам. Поэтому следует подавлять боязнь и страх. Ни в коем случае 28 декабря не бездельничайте. Нестабильная энергетика этого дня будет проявляться и во всех сферах нашей жизни. Если не обуздать ее и не направить на полезные дела, она приведет к буйству, гневу и разрушению. Если не справитесь с этой энергетикой, то уже к середине дня вы почувствуете себя совершенно опустошенным и обессиленным. Поэтому нужно быть предельно внимательными, осторожными и действовать очень осознанно.
В личных делах лучше вообще никак не проявлять себя, уединиться и заняться самосовершенствованием. А вот на профессиональном поприще энергетический переизбыток может легко обратить себе на пользу. Для этого нужно добиваться намеченной цели любыми путями, быть напористыми и твердо отстаивать свои убеждения и принципы. Только так вы сможете чего-то добиться в этот непростой день. Опасность в том, что нужно суметь балансировать между напористостью и наглостью. Нельзя никого выводить из себя и разжигать конфликты, потому что это закончится саморазрушением. Двойственность этого дня проявит себя и в физическом состоянии человека. Так как лунный цикл идет на спад, луна убывает, поэтому вы будете чувствовать себя вялыми, слабыми, возможно, апатичными. Вас одолеет лень, и вам будет казаться, что вы ни на что не способны. Однако этого можно преодолеть именно мыслями о собственном самосовершенствовании, о своем дальнейшем пути и исправлении прошлых ошибок. Все это будет способствовать приливу новых сил. И в этот день Луна дает нам возможность обрести гармоничных партнеров, быть или стать способным соответствовать требованиям общественности, создавать эффективный имидж, а также этот день сулит успех в элитарных делах и элитных помещениях. Помогут вам создать хорошее настроение цветы в вазах на вашем столе, хорошая мелодия, легкое вино и сладости. Будут улучшены отношения с близкими и родными людьми, а также друзьями и знакомыми. Ослабевает решительная черта характера, будут легко меняться принятые решения. Люди станут склонными к спорам на разные темы, но до скандалов и ссор не дойдет. Весы дают возможность примириться и быть рассудительными. Образцы старинных лунных календарей рассказывают нам о том, что в такой период нужно начинать заниматься постройкой своего дома. Дом будет стоять долго и безопасно от огня и различных неприятностей, а живущая семья в нем будет благополучной. Будет полезным посетить места, где вы получите добро, поэтому больше путешествуйте для того, чтобы получить прибыль. Обращаем ваше внимание, что сегодня нейтральный день для домашних дел и путешествий, а также благоприятный для мероприятий защиты жилья, обустройства и уборки. Период поста и воздержания, осторожности и аккуратности, а также обретения сил и возможностей целительства. Это день охраны дома, в котором следует проводить уборку и окропление святой водой, очищение огнем свечи порогов, окуривание помещения багульником и тмином. Что же касательно стрижки, то не рискуйте своей внешностью и перенесите стрижку на другой подходящий день. В эти лунные сутки есть вероятность, что парикмахер подрежет ваши жизненные силы. Сегодня прическа может получиться гораздо короче, чем вам хотелось бы, и это, возможно, вас расстроит. К сожалению, не только вам не понравится ваш новый образ. Все коллеги и друзья не поленятся высказать негативное мнение, что приведет к порче отношений. Для обновления прически будет достаточно сделать новую укладку. Есть вероятность обнаружить что-то интересное и необычное. После эмоционального и тяжелого дня полезнее всего будет посвятить немного времени косметическим процедурам. Они пойдут на пользу и скрасят ваш вечер. Что же касательно окраски волос, то окрас натуральными красителями делайте в компании с близким человеком, чтобы притянуть радость и оптимистическое настроение. Любая завивка волос приблизит счастье и сохранит его надолго. В этот день вы будете оригинальны и естественны как никогда. Сохраняйте сегодня внутреннее спокойствие, проявляйте собранность и непоколебимость. Старайтесь избегать многолюдных мероприятий, неизвестных мест и новых компаний. Не поддавайтесь на провокации, сами не лезьте на рожон. Не лучший день для суда, особенно если пытаются осудить невиновного.